Дорогие мои россияне, я русскоговорящая жительница Харьковской области, Украины. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Меня зовут Аня Геращенко. На протяжении многих лет я пишу книги, детские книги, на русском языке, которые издаются как в харьковских, так и в московских издательствах. Помимо этого, я занимаюсь волонтерской деятельностью. Совместно с моими друзьями-единомышленниками мы помогаем многим интернатам тяжело больные дети, а также домам для престарелых. Мы создаем там творческие мастерские и дома для автономного проживания детей и взрослых с ограниченными способностями. Помимо этого, в моем селе, где живет 90% этнических русских и где живут мои родители, мы устанавливаем детские игровые площадки. Своими усилиями устанавливаем контейнера для раздельного сбора мусора, учим детей бережно относиться к природе путем проведения различных экологических фестивалей и праздников. В мой дом пришла беда, и я прошу у вас о помощи. Дело в том, что на протяжении многих дней мы не можем полноценно работать, помогать, жить и заниматься учебой с нашими детьми, потому что мы боимся вас, мы боимся вашей братской помощи, в которой мы совершенно не нуждаемся. Вы можете не верить мне, не верить тому, что никто в государстве Украина не запрещает мне говорить на русском языке, писать книги на русском языке и думать на русском языке. Но если у вас развито воображение, я прошу вас просто представить, что вы, мамы и папы, бабушки и дедушки, живете и каждый день слышите, как новостные каналы соседнего с вами государства рассказывают о том, что вы, находясь на своей территории, подвергаетесь угрозе со стороны террористов-эскимосов, которые заставляют вас есть сырую рыбу. При этом у вас есть мобильная связь и друзья-эскимосы. Вы звоните им и спрашиваете: скажи мне как другу, правда, что у вас формируются банды, которые придут убивать меня за то, что я не хочу есть сырую рыбу? И ваш друг эскимос, и вы смеетесь, понимая всю нелепость этого вопроса. Представьте себе, что это государство-спаситель начинает приезжать в ваш город автобусами, наполненными мужчинами со стеклянными глазами, в руках у которых железные трубы. И эти люди бегают по центральной площади вашего города для того, чтобы убивать эскимосов, которые заставляют вас есть сырую рыбу. А затем они водружают флаг своего государства над госучреждением вашего государства. Если вы думаете, что во вводе войск соседнего государства нет ничего страшного, и говорите о том, что никто не будет стрелять по мирным жителям, просто закройте глаза и представьте себе БТР, который стоит рядом с вашим домом. Представьте себе солдат с автоматами наперевес, которые будут идти мимо школы, куда бегут учиться ваши дети. Услышьте автоматную очередь, чьи-то крики, чьи-то стоны, маты по-эскимоски, от которых просыпается ваш ребенок, которого вы не можете успокоить. Как бы вы отнеслись к прохожему, который подходит к вам с автоматом и рассказывает, что он хочет, считает своим долгом защитить вас от эскимоса, который прячется где-то невдалеке, который заставляет вас есть сырую рыбу? Естественно, вы подумаете, что он сумасшедший. Поймите, что на протяжении уже нескольких дней вся моя страна не спит, не работает и не занимается со своими детьми, не живет мирной жизнью, потому что мы ждем армию сумасшедших с автоматами, которые придут защищать нас от эскимосов, которые заставят нас есть сырую рыбу. Вообразите себе все наше отчаяние, потому что мы не можем донести до вас всю ту реальную картину, которую видим и знаем мы.